Друзья, всем привет! Настя Потапова. Как ты это сделала? На морально-волевой. Вот ты заметила, что я каждое интервью так начинаю? Да. Что за турнир, Настя? Не знаю, Фантастика. да, видимо, звезды стоят в правильном расположении, планеты тоже. Не, на самом деле тяжело, конечно, было, особенно сегодня. Странный матч, у меня двоякое ощущение, потому что играла фигово на самом-то деле, очень нервничала, но при этом очень здорово, что смогла справиться со всем, что происходило, и собраться и дожать. Мне показалось, очень важен был ваш разговор с тренером перед третьей партией. Да, на самом деле все моменты такие прям были важные. Сегодня я получила огромную поддержку от своего бокса. Я давно не ощущала настолько, что все, кто там был, были со мной на корте. Мне прям буквально ощущалось, что они сзади меня стоят на Правда? корте. Да. А почему? Это что именно? Это какие-то нужные слова, синхронность? Это максимальная какая-то вовлеченность, это максимальные слова, поддержка, разговоры, диалоги, монологи. То есть они не оставили меня одну ни на секунду сегодня. И даже когда надо было разрядить немного обстановку, они и шутили, и заставляли меня где-то улыбнуться. Ну, в общем, они буквально взяли меня и довели до победного мяча. Что нужно было делать сегодня в матче против Сони Кинин? Потому что в прошлый раз, когда мы с тобой беседовали, ты говоришь, что обратите внимание, вот эти полусвечки, они в моем арсенале, я их много использую. Да. Что сегодня? Сегодня как раз-таки абсолютно другой матч. Соня хорошо играет на контратаке, она любит все эти свечки, она безумно ощущает мяч, у нее отличный тайминг, и с ней, конечно, свечки иногда работали, но надо было больше в силовой все-таки теннис играть, и как раз-таки во втором сете, к сожалению, я не могла этого делать, конкретно войти в корт и там бить по мячу, потому что я ошибалась. Ошибалась из-за того, что очень сильно боялась, даже нервничала. Вот. Но буквально при 4-3 во втором сете я настолько разозлилась, что я сказала: окей, я сейчас буду только бить, и если я ошибусь, ну окей. И как-то мячик за мячом начала складываться, залетать, где-то линия одна, трос там. И я почувствовала этот теннис, и да, уже до конца старалась максимально играть в корте. А про тренера расскажи, мы не успеваем за твоими перемещениями. Сама не успеваю. На самом деле мы пробуем сейчас с Винсентом, он из Голландии, я его знаю довольно-таки давно, но больше как по дружеской части, никогда не рассматривала с ним работу, но я дошла до того момента в карьере и в жизни, что у меня уже были срывы нервные из-за того, что нету тренера, потому что на самом деле, как я рассталась в прошлом со своим французом, у меня замены не было. То есть я расставалась с ним не из-за кого-то, а потому что мне действительно казалось, что лучше одной, чем с ним, как бы это ни звучало. И буквально с Австралией я всегда была одна. Ну, окей, одну неделю, 2 недели, 3 недели, но уже полсезона прошло, я все еще одна. И я дошла до того момента, что у меня, правда, были слезы уже, истерики в Штутгарте даже, что я говорю: я так устала быть одной, мне нужен тренер. И посоветовали мне взять его, напомнили, что вот у нас есть друг из Голландии, который, у нас с ним отношения хорошие, мы виделись уже, и время проводили вместе. Неплохо. Он, к сожалению, он играл, конечно, пытался, он играет-то классно, он меня обыгрывает, но у него не сложилось с травмами, 3 операции, в общем, у самого не сложилось. И буквально с 21 года он ушел в тренерство. Да, в тренерство.
Вот. Ну и я думаю, плюсом еще играет то, что у нас очень дружная команда сейчас, и Винсент все-таки больше изначально был другом, потому что мы проводили с ним время на досуге, а не на работе. Но, конечно, эти результаты, что сейчас есть, это уже на самом деле большая его и заслуга, и работа, потому что за эту одну неделю, что кажется мало, мы сделали, мне кажется, больше, чем я сделала за последние полгода. На в теннисном плане? Да, он очень сильно пытается войти в процесс, но при этом не меняя как бы меня и моей игры, то есть добавляя детали и убеждая меня в том, то, что ты можешь это делать, почему бы и нет. Те же укороченные сегодня, вчера, да, сколько раз. Я вообще, по-моему, ни разу не укорачивала до вот этих 2 последних матчей, и потом в какой-то там, не знаю, момент у меня белый свет перед глазами, я думаю, почему бы не укоротить, и всегда 2 раза подряд, главное, это сделать 2 раза. Не знаю, пока все работает, атмосфера в команде у нас дружная, мы все классно проводим время друг с другом, и, наверное, это тоже дает свои плоды. Настя, спасибо большое, пусть будет так же позитивно. Друзья, отпускаем Настю Потапову.